Привет, это майор в отставке. Для тех, кто забыл или для тех, кто случайно наткнулся на это видео, на этот канал, напомню, скажу, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, а ныне опасный по версии путинского режима преступник и, разумеется, враг государству. Вчера ватtenфюрер снова увеличил численность российской армии, добавив к вооруженным силам в штат еще 180 тысяч человек. На фоне затянувшейся войны в Украине и катастрофических потерь режим отчаянно пытается восполнить дефицит живой силы. Это решение, с одной стороны, можно рассматривать как очередную попытку поддержать режим, который задыхается под грузом провала, а с другой стороны, это сигнал всему миру, что путинская система находится в состоянии глубокого кризиса, который она пытается скрыть, пытаясь найти новое пушечное мясо. Итак, сегодня я расскажу о том, зачем, на мой взгляд, Путин решил увеличить штатную численность своего вермахта. От вас, как обычно, потребуется досмотреть это видео до конца, поставить лайк, поделиться им и, разумеется, подписаться на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, поехали. Ватtenфюрер любит говорить о нарастании угрозы со стороны НАТО. Старая песня, да? Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорил. Они ее перешли. Он снова, как всегда, оправдывает свою агрессию мифическими западными угрозами и систематически увеличивает численность своих войск, своих военных. Но на самом деле основная причина такого увеличения – это не только огромные потери российской армии в Украине, но и попытка перевесить силы Украины так, чтобы добиться перелома в свою пользу. Но это у него вряд ли получится. По разным оценкам, число погибших российских военных уже перевалило за сотни тысяч. По официальным данным российского Минобороны, число потерь якобы незначительное, но независимые источники и военные аналитики говорят о гораздо более серьезных цифрах. Есть данные, что Россия уже потеряла около 200 тысяч только убитыми, это минимум. Если учитывать раненых и тех, кто выбыл из строя по разным причинам, общие потери могут достигать 700 тысяч человек. Такой катастрофический урон требует немедленного пополнения рядов. Но откуда брать людей? Мы все помним провальную мобилизацию 2022 года, когда люди буквально бежали из страны, чтобы не стать жертвой путинской мясорубки. Сейчас Кремль обещает, что новое пополнение будет идти через контрактников, но кто в это поверит? Учитывая, что российские власти умеют играть с правдой как клоун с мечами, можно предполагать, что за этими словами скрывается очередная мобилизация. Подконтрольные медиа молчат о недовольстве внутри страны, но мы знаем, что оно растет, особенно в регионах, на территории которых война уже вполне себе идет, таких как Курская и Белгородская области, и регионов, откуда будут призывать новых солдат. Как бы Кремль не пытался скрыть реальное положение дел, думаю, что новая мобилизация почти неизбежна. Контрактников в России просто не хватает. В прошлый раз, когда шла первая волна мобилизации, тысячи людей были отправлены на убой практически без подготовки. Основная масса до сих пор не вернулась домой. В условиях, когда армия сталкивается с огромными потерями, особенно среди неподготовленных резервистов, Ватный и его вермахт сталкиваются с серьезным дефицитом личного состава. В этой ситуации путинскому режиму придется снова пойти по самому простому пути – мобилизовать тех, кто не сможет уклониться. Особое внимание в этой ситуации Кремль будет обращать на депрессивные бедные регионы. Там проще скрыть волну недовольства. Эти регионы уже давно стали человеческими ресурсами для войны. Молодые мужчины из таких мест не имеют ни возможности, ни ресурсов для эмиграции. И политического влияния, как вы понимаете, у них никакого нет. Для режима они идеальные кандидаты на роль новой волны мобилизации. Но, кстати, что интересно, с экономической точки зрения, такое расширение армии – это все же несколько самоубийственное решение. Экономика России и так находится под давлением санкций, военные расходы постоянно растут, а мобилизация фактически высасывает рабочую силу из регионов, где и так непростая ситуация. Вместо того, чтобы развивать страну, Путин бросает ее ресурсы в топку войны. Давайте посмотрим правде в глаза. Российская армия сейчас находится в глубоком кризисе. Кремлю приходится закупать ракеты и другие виды вооружений у таких изгоев, как Иран или Северная Корея. Даже если предположить, что режиму удастся набрать эти 180 тысяч человек, как их будут готовить и снабжать? Мобилизованные в прошлых волнах уже жаловались на отсутствие нормального
оборудование, а плохую подготовку и устаревшее оружие. За последний год никаких серьезных изменений в этой области не произошло, несмотря на обещания Кремля. Армия по-прежнему страдает от коррумпированности и неэффективного командования, но также от логистических проблем. И это не просто слова. Факты говорят сами за себя. Потери на фронте продолжаются, а реальных результатов, которые бы оправдали эти жертвы, нет. Думаю, что увеличение армии в таких условиях не решает проблему, а только усугубляет ее. Новые мобики или контрактники, которые не прошли должной подготовки и не обеспечены всем необходимым, будут просто пополнять мусорные полигоны, то есть кладбища. Кроме очевидных военных причин, есть и политический контекст. Кремль находится под сильным давлением как внутри, так и снаружи. Внутри России растет недовольство среди тех, кто уже пострадал от мобилизации и экономического кризиса. Санкции, которые Запад ввел против России, начинают все же сказываться на жизни обычных граждан, несмотря на попытки властей заверить, что все под контролем. В таких условиях увеличение численности армии может быть попыткой удержать контроль над ситуацией и подавить возможные протесты в будущем. Кремлевская моль уже давно пытается выставить себя в роли сильного лидера, который готов к любым жертвам ради защиты страны, но за фасадом патриотизма скрываются совсем другие мотивы. Увеличение армии и продолжение войны в Украине – это не способ защиты России, а инструмент для сохранения личной власти и устрашения элит. Ватный фюрер демонстрирует, что он готов идти до конца, даже если это будет стоить ему жизни сотен тысяч россиян. С каждым месяцем становится все более очевидным, что война в Украине превращается в войну на истощение. И если Украина, получая помощь от Запада, продолжает сопротивляться и наносить удары по российским позициям, то Россия все больше истощает свои собственные ресурсы. Это касается не только экономики, но и человеческого ресурса. На этом фоне увеличение армии на 180 тысяч человек – это просто попытка заткнуть дыры, которые Путин сам же и создал своей агрессией. Но такие меры не приведут к победе. Даже если России удастся набрать нужное количество военных, это не изменит общей картины. Украинская армия продолжает демонстрировать высокий уровень подготовки и мотивации, в то время как российские войска теряют боевой дух и оказываются в ситуации, где нет ясной стратегии. Что бы ни говорила им пропаганда и их замполиты, многие понимают всю бессмысленность и неоправданность этой войны. Большинство обмана, кидают на деньги, забирают у солдат, гонят на смерть, дают приказы, гонят просто на гибель, обратного пути нету. И там погибнешь, и назад не вернешься, застрелят. Продолжение войны на истощение может привести к еще большим потерям среди российских военных. А это, в свою очередь, начнет усиливать недоверие к режиму. Путин уже потерял контроль над ситуацией, и каждое его новое решение будет только усугублять его положение в глазах граждан и элит. Простой ответ на вопрос, зачем Путину 180 тысяч новых солдат, может звучать банально просто. Чтобы продолжать свою разрушительную войну в Украине, которую он никак не может выиграть, и чтобы удержать власть в условиях растущего давления внутри страны. Но сколько бы солдат он ни набрал, война уже проиграна. Режим, который отправляет собственных граждан на убой ради иллюзий имперского величия, не может долго существовать. Пока Путин мечтает о восстановлении великой России, страна терпит крах, и каждое его военное решение – это шаг к дальнейшему разрушению России, а не к ее защите. У меня на сегодня все. Для получения оперативной информации не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.